Ребят, привет! Сегодня в коротком формате постараюсь объяснить, как легко, быстро, непринужденно заработать необходимое для вас количество баллов на периодина. Периодина, который проходит непосредственно на применение расходки снаряжения. И мы здесь не будем рассматривать какие-то моменты по новобранцам, рейдам. Мы не будем здесь говорить про призывы, не будем обсуждать доп. Плюшки, когда мы снимаем 20-е полигоны, если нам выпадают пятерки. Мы будем играть чисто через применение расходки, потому что это ключевое конкретно на этом Одине. Данный метод был придуман, да, буквально там в первый же день после вообще релиза этого непосредственно задания. Это пару лет уж точно прошло, но, возможно, кто-то не знает, там новички, может, не знают. Я вот хочу поделиться этим, ну, псевдосекретом, наверное, да, и научить вас экономить свое время, ну и частично, может, рационализировать использование расходки. Нам нужен первый сезон, ребят, первый этап, точнее, первый регион и пятый этап. Нам нужен вот этот синий дракончик, такой псевдотитан. Мы на него берем абсолютно рандомную команду, вообще не важно какую. Самое главное, наверное, пожелание, это все-таки, чтобы это были максимально сильные бойцы, которые у вас есть, просто для того, чтобы сэкономить время на добиве этого босса, не тратить на него много времени. По расходке. Я все свое там мажорное, грубо говоря, уже использовал, или то, что мне не нужно. Там всякие вот эти рога бессмертия, там когти там и так далее и тому подобное. Можно заморозку использовать. Там. Вам важно понимать, что не нужно брать какие-то гарпуны, чесноки и, там, например, пылающие сферы. Потому что вы просто не успеете их скинуть на босса, он умрет, у него не хватает хп. Сейчас я взял такой самый банальный бомж-набор. Маленькая мана, которая есть, скорее всего, у всех после Кубка Альянсов. Зелье чистоты, которые просто есть у всех. И щиты, которые после прошлого Одина, я думаю, у вас тоже есть. Это самый дешманский набор, такой, знаете, джентльменский, который есть, наверное, у всех. И на котором мы и будем играть нашу основу. Но нужно сразу же понимать, что, скорее всего, у вас там будет какое-то определенное количество заходов с более крутой расходкой. И, естественно, количество баллов будет там пропорционально расти. Но сейчас мы смотрим такой в вакууме экспериментальный этап за 2 энергии и с бомжатским набором расходки, которая есть у всех. 2 энергии мировой потратили и поехали. Сразу быстренько с 2 рук, что важно, используем на себя всю снарягу. Я здесь буду использовать заряд маны на своего героя, ну, на вообще не важно на какого, просто чтобы не двигать камни. Можно добивать вражеского босса 2 путями. Или через ману, если вы конкретно сейчас используете через расходку на ману, или просто добить там камнем каким-то, если вы используете без маны сейчас вашу команду. Вот, примерно там за, не знаю сколько там, 15-20 секунд получается 40 очков Одина. Теперь давайте прикинем, если мы будем использовать более дорогую расходку, прям все 4 слота, то вы спокойно можете получать по там где-то 60-80 очков. Это за один тап, ребят. Вот. И как бы вы должны для себя понять, что вы тратите вот столько времени. Вот вы 2 энергии тратите. И, ну, давайте грубо там полминуты на то, чтобы просто закончить вот это все использование расходки. Понятно, чем больше расходных материалов у вас в слотах, вот там как эти маленькие маны, то типа вам будет это не так профитно, если как бы вы использовали там, например, все свитки, там по 5 штук, это быстрее банально. Ну вот, засекли там, да, 2 энергии, повторяем до нужного количества. Сейчас последний заход сделаем. Если телефоны хорошие, быстрые, не лагающие, то это все очень-очень быстро происходит.
Самое обидное, это когда у вас на поле нет нужного камня, чтобы добить вражеских бойцов. Ну вот, я добиваю вот так, через зеленый. Все, ребят, 2 энергии, грубо говоря, полминуты вашего времени и немножко расходки. Ну, собственно, от расходки будет зависеть то, сколько вы будете получать баллов. Вот сейчас я там за сколько? Ну, за пару минут боев я получил там больше 100 очков. Это вообще не напрягаясь. Если так разобраться, то нам, например, для того, чтобы достичь планку в 5400, это как бы желаемая планка для всех, потому что здесь халявные монетки падают 5400, то вы можете для себя элементарно посчитать в калькуляторе, сколько вам нужно сделать подходов вот таких по 2 энергии, сколько вам нужно будет фляг энергии использовать, скорее всего, там буквально там пару-тройку фляжек. Хотя, наверное, у вас больше, если у вас невысокий уровень, там и энергии не 50 максимальный запас. Вот, лично я свои 6К набрал в среднем, наверное, где-то часов за 2. Ну, 2-3 часа максимум, это с перерывами, это не вот прям нон-стопом задротить. Но в любом случае, я четко понимаю, что я этого Одина могу закрывать, ну, на нужные мне баллы буквально за пару часов позадрачивать. Если кто-то хочет, конечно же, влетать там в топы, там, ну, вот эти все цифры по 40 тысяч, там, по 20, это все набивается супер дорогой расходкой и огромной кучей призывов, поэтому чисто на расходке можно спокойно заходить в соточку. Лично мне это вообще не надо, мне это не интересно. Поэтому вот такие дела. Для себя вы можете сами теперь посчитать, сколько вам нужно времени. Самое ключевое просто, ребят, зайти на 1.1.5 и за 2 энергии повторять до бесконечности или там сколько у вас хватит расходки. Вот этот этап. Сначала используем на себя всю расходку, добиваем босса, повторяем дальше. Важно, у него 1200 или 1300 хп, не помню, поэтому если вы будете брать себе там всякие стрелы и сферы, то гарпуны, учитывайте, что он может очень быстро отлететь, и вы можете не использовать всю свою расходку, которую с собой взяли. Вот, надеюсь, этот лайфхак кому-то будет все-таки полезен. Это, возможно, для кого-то будет в новинку, но вот, надеюсь, вы научитесь немножко экономить и свое время, и свои ресурсы, и, в принципе, вам будет проще играть и развиваться. Если видео вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайкосик, подпишитесь и, возможно, оформите подписку, если хотите поддержать меня финансово. На этом все, всем удачи, будьте здоровы, пока!